Всем привет, друзья! На улице уже март, и мы начинаем потихоньку готовить свою технику к весенне-полевым работам. Я тут уже прицепил фрезу к своему мини-трактору и хочу ее немножко модернизировать. А ну, друзья, кто давно на моем канале, кто следит за моими видео, скажите мне, пожалуйста, что здесь добавилось? Добавилась вот такая вот ручка настройки высоты или глубины некоторых агрегатов, которые цепляются к данной фрезе в Японии. Данный винт шел изначально с моей фрезой, но не было вот этой вот поперечной квадратной трубы, которая вставляется вот сюда, и на которую вешается некое навесное оборудование, ну типа там колес глубины, заглубление фрезы вручную можно было выставлять, окучников, ну и там всяких пленкоукладывателей, которые очень популярны в Японии. Значит, друзья, изначально я эту систему снял, так как думал, что она мне не понадобится. Есть электронная регулировка глубины и множество всяких настроек. Вот. И думаю, зачем оно, как бы лишний вес, пускай лежит себе в гараже. Но некоторые из вас мне начали писать, что вот эта вот электронная регулировка фрезы, она не очень корректно работает, если фрезеровать уже по осенне вспаханной почве, то есть трактор там колышет, и фреза это не успевает как бы держать глубину, горизонт, дополнительная нагрузка на трактор. В общем, я как бы с этим согласен, там где-то 50 на 50. Но хочу перестраховаться, сделать поперечный каток. Давайте сейчас покажу, как работает данный винт ручной регулировки глубины. Кстати, здесь параллельно находится винт, который отвечает за положение кожуха. Система очень простенькая. Вот видите, здесь есть такая пружинка стопорящая, чтобы самопроизвольно он не откручивался. Вращается данный винт на подшипнике. Здесь наборные такие шарики, которые смазываются вот этой вот масленкой. Принцип действия очень простой. Вот эти трубы изменяют свой угол относительно фрезы при вращении данной рукояти. Вся эта система крепится вот здесь вот на двух таких болтах мощных на 16, и посередине вот такой быстросъемный механизм. То есть откручиваем вот этот вот болт, который натягивает, чтобы все не соскочило, и все снимается. Так, из чего будем делать, друзья? Я здесь уже затарился, так сказать. Взял такие вот прутики, десятка длиной 1,40 м. Напомню, что фреза у меня 1,30 м. Немножко пускай перекрывает по краям. 32-я труба. Мой подписчик дядя Ваня из соседнего села подарил мне вот такие вот диски сеялки из сошников. Значит, диаметр 310. Эти диски, друзья, я планирую установить по бокам. Сверлятся они очень плохо, я бы сказал, вообще их невозможно просверлить, так как это высокоуглеродистая сталь. Будем делать сюда ступицы под подшипник, а ось саму уже потом по ходу действия тоже или на какие-то фланцы прикрутим, или приварим посередине, посмотрим. Были у меня вот такие водопроводные трубы диаметром 48 мм, по-моему, которые очень хорошо встают вот сюда. Кстати, здесь на конце есть такая капроновая вставка. Видимо, это сделано для того, чтобы уменьшить шум. И сам каток будет вращаться на вот таких вот подшипниках в корпусе. Внутренний диаметр 30. Овсянка с молоком в гараже уже входит в привычку.
Так, ну что, друзья мои, каток я сделал. Уже все попроваривал. Все стыки полуавтоматиком. Вот так вот получилось закрепить ступицу. И с другой стороны ось. С обоих сторон пришлось добавить такие вот балансиры. Немножко все-таки остался дисбаланс. Ну, скажем так, сейчас лучше, чем было раньше. Почти не виляет. Там пару миллиметров, может быть, есть. Хорошо получилось, друзья, отцентрировать с помощью токарного станка. Посередине я вставил такие вот две перегородки. Они с металла 1,5 миллиметра. Не было у меня потолще, там хотя бы тройки или двойки. Я думаю, будут служить, так как они здесь только в качестве упора для вот этих вот прутьев. Ну и при сварке немножко этот металл повело. То есть вот смотрите. Немножко виляет. Заметьте, что нету радиального биения. Каток не прыгает вообще. Так, ну а пока каток крутится, нам нужно успеть сделать рамку крепления его к фрезе. Ну, в общем, друзья, вот такая вот штуковина получилась. Сами трубы фиксирую здесь вот на фрезе такими вот, да просто двумя такими болтами. Без шплинтов, я думаю, никуда оно не денется. По захвату фреза 130 сантиметров, а каток 140. То есть немножко он выступает по обе стороны. Интересно получилось. Ну и глубину фрезы можно легко вот так вот регулировать. Вращается очень легко, плавно. Ну и, друзья, вот это вот расстояние от катка до фрезы можно регулировать, выдвигая вот эти вот трубы. То есть туда, назад или вперед. Здесь есть такие регулировочные отверстия. Расстояние сейчас, оно минимальное. Кажется вам, что вроде бы далеко от фрезы. Но если открыть вот этот вот фартух, вот смотрите, то есть здесь получается, что сантиметров так 5 между катком и самим вот этим вот фартухом. То есть, как бы такой вот расчет. И по поводу вот этих вот регулировок ручек, рукоятей. Они не случайно сделаны вот в этом месте. Нам не обязательно вставать с трактора, подходить к фрезе и вращать их. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите. То есть я легко достаю до обоих ручек. Что на фартук самой фрезы, что на каток.
Ну вот, в принципе, на этом все. Испытывать данную такую вот комбинацию в любом случае будем, но тогда, когда придет на это, друзья, время. Пишите ваши комментарии, как всегда, будет очень интересно почитать, кто что думает по этому поводу. С вами был Юрий Сербин. Пока-пока. Увидимся.